Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True Stories Studio представляет. Фильм Юрия Заблоцкого. Диана. Авария в туннеле Альма. В тоннелях не ездят со скоростью 180 км в час. А именно столько было на спидометре «Мерседеса», в котором 31 августа 1997 года трагически погибла королева людских сердец, как часто называют принцессу Диану. С тех пор много раз возникал вопрос, была ли авария в тот день случайностью. Отец погибшего вместе с принцессой Доди Аль-Фаеда, Мохаммед, потратил уйму и сил и денег, чтобы доказать, что королевская семья приложила руку к этому, как он считал, явно преднамеренному убийству. Затем появились версии, что принцессе несвоевременно оказали помощь, а помимо того сделали смертельную инъекцию скорой помощи. И многие другие. Правда, ни полицейское следствие, проведенное с очень большим размахом, ни суды в Лондоне и Париже ни с чем подобным не согласились, указывая, что во всем виноват шофер и в некоторой степени сами жертвы, не принявшие надлежащих мер безопасности. Выяснилось, что все они ехали непристегнутыми. Мы же позволим себе не согласиться ни с изысканиями конспирологов, ни с точки зрения официального следствия. Почему? Смотрите, и вы узнаете. Во второй половине августа 1997 года принцесса Диана 9 дней провела на яхте вместе со своим новым другом, сыном египетского миллиардера Доди Аль-Фаедом. 30 августа на частном самолете с Сардинии они вылетели в Париж, где прямо в аэропорту их уже поджидала целая толпа журналистов, устроивших затем по улицам настоящую гонку за их машиной. Это и побудило пару отказаться от мысли поужинать в ресторане французской кухни у Бенуа, где заранее заказан был столик. Вместо этого они отправились к отелю Ritz, владельцем которого был отец Доди. Но папарацци ждали уже и там, а значит, располагали очень надежной информацией. Источником такой информации должен был стать водитель машины сопровождения, заместитель начальника службы безопасности отеля Анри Поль. О нем мы расскажем немного позже. Ужин у Дианы с Доди не заладился и в Ritz. Посетители таращились на них. В итоге они довольно быстро поднялись в номер. Трудно объяснить, почему они не захотели остаться на ночь, а выразили желание отправиться на квартиру к Доди, расположенную поблизости от Елисейских полей. Это согласно официальной версии. Но в этом случае терял практический смысл спектакль, устроенный с намерением обмануть внимание журналистов, когда от главного входа списком тормозов для отвода глаз отъехала якобы машина с Дианой. Журналисты прекрасно знали, где Доди живет, и кто-то безусловно дежурил там. Поэтому, что с главного входа явно, что с заднего и тайком, преследуемые все равно приехали бы прямо к ним в руки. Похоже, на самом деле они планировали махнуть не туда, что в принципе не имеет уже значения. Известно, что все ключевые решения в этот вечер были приняты Доди Аль-Фаедом, и по меньшей мере одно из них стало для него и Дианы фатальным. Прежде всего он сделал ответственным за свой отъезд уже упомянутого нами Анри Поля. Машина для конспирации была заказана на прокат, но, как ни странно, оказалась с прозрачными стеклами, через которые а. было видно, кто там сидит, и б. даже на ходу можно было беспрепятственно фотографировать. То есть, с точки зрения безопасности и комфорта для пассажиров, Поль, как мы видим, сделал все с точностью да наоборот. Он же и обеспечил им хвост, от которого они хотели как раз избавиться. Камерами наружного наблюдения и очевидцами зафиксировано, что он трижды выходил на улицу перед отелем, общаясь там с папарацци. Причем после последнего разговора несколько из них впервые за этот день переместились к заднему входу в здание, откуда чуть позже Поль рукой подавал им знак. Всего стараниями Поля наводку на дичь в лице принцессы
получила в общей сложности 10 фотографов-журналистов. Несколько удивляет, правда, то, что он это делал почти открыто. Другими словами, на самом деле вполне бы мог следовать инструкциям владельца отеля, мечтавшего попиариться на связи принцессы с сыном. Но это, конечно, только предположение. В службе безопасности отеля Поль работал 11-й год. В своем резюме он, лейтенант-резервист, повысил себе звание до капитана, а также незаслуженно объявил себя профессиональным секьюрити, обеспечивавшим якобы безопасность авиабазы. В отеле он числился почему-то на хорошем счету, хотя начальство и коллеги не могли не знать, что он способен слить информацию, тем более были в курсе его пристрастия к алкогольным напиткам. Но все это было бы еще полбеды, если бы Доди в ту роковую ночь вдруг не решил поменять водителя, предложив Полю сесть за руль, чего ни в коем случае делать не следовало. Уже после трагедии выяснилось, что лицензии на вождение Поль не имел, а в его крови находилось от 1,74 до 1,82 грамм алкоголя, что значительно превышало допустимую норму. Кроме того, секьюрити с мая месяца принимал сразу 3 лекарства – антидепрессанты и нейролептик. По логике вещей они могли усилить действие алкоголя. Но Поль не только не отказался от вождения, он еще и начал куражиться. «Даже не пытайтесь догнать меня», – хвастливо заявляет он журналистам. «Ничего у вас не получится». Итак, примерно в 0 часов 20 минут безумная поездка Анри Поля с 3 пассажирами, третьим был телохранитель Дианы Рис-Джонс, на перегонки с папарацци по ночному Парижу стартовала. Примерно в 0:24 она уже завершилась, значительно раньше, чем намечалось, в подземном туннеле Альма, где водитель на бешеной скорости зацепил крыло мирно ехавшего впереди Фиата Уно. Мерседес отбросила в сторону, развернула, и в следующий момент последовал страшный удар об одной из опор тоннеля. Для Доди и Поля все сразу же было кончено. Получившие тяжелые травмы Диана и Рис-Джонс находились в критическом состоянии. Первым на место аварии прибыл мотоцикл Рамуальда Ретта и Стефана Дермона. Оба работали в агентстве «Гамма». Убедившись по пульсу, что принцесса еще жива, Ретт, как ни в чем не бывало, занялся фотографированием. Следом подлетели Дэвид Керр и Фабрис Шассери из ЛСД. Поспешно сделав несколько фотоснимков, они умчались. Нести, если так можно выразиться, сенсацию в массы. Затем поблизости затормозил «Фиат» с 2 сотрудниками агентства «Энджели» – Кристианом Мартинесом и Сержем Арналом. Арнал оказался из всех единственным, попытавшимся сразу же вызвать помощь, тогда как его коллега, наоборот, оказал ожесточенное сопротивление офицерам полиции, не понимая, почему ему не дают снимать умирающую женщину. «Срать я хотел на вас», так записано в протоколе, при этом кричал он. «Не мешайте мне делать мою работу. Даже в Сараево легавые нас не трогали». Его арестовали, но арестовать его и таких, как он, оказалось намного проще, чем привлечь их к ответственности. Алкоголь, найденный в крови Анри Поля, по мнению судей, превратил его в единственного виновника трагедии. Слепая Фемида с легкостью отмела неоказание помощи людям в опасности или создание опасности для других, поскольку присяжные не нашли, в чем именно это выразилось. Папарацци не задевали машину погибшей и не находились рядом в момент трагедии, аргументировали они, одновременно соглашаясь с мнением адвокатов, что и преследования как такового, собственно, это и не было. Журналисты имели полное право ехать в ту же сторону, что и принцесса. Автодороги с тоннелями, как известно, не являются частной собственностью. Ну и, наконец, даже дети знают, что нужно обязательно пристегиваться ремнем. Логику судов вряд ли можно назвать нормальной. Ради того, чтобы сбыть дело с рук, свалив все на умерших, они как фокусник-иллюзионист подменили причину и следствие. Ведь что бы ни говорили о пьянстве Поля, первопричиной трагедии, и это однозначно, являются все-таки папарацци. Ибо не будь их, не было бы, конечно, и скорости в 180 км в час. Принцесса не любила быстрой езды. А значит, скорее всего, не было бы аварии. Впрочем, даже случись она на скорости 60 км в час, шансов выжить у пассажиров, вы согласитесь, было бы ровно в 3 раза больше.
Но главное здесь другое. Преследуя автомобиль с людьми, предпринимающими явные усилия оторваться, папарацци не могли не осознавать, что подвергают жизни других опасности, а стало быть и считаться с любыми, самыми трагическими последствиями. Чисто юридически они не были виновниками аварии, но они спровоцировали ее и за это были должны понести наказание. Но их, как мы знаем, не наказали, фактически выписав им индульгенцию продолжать заниматься тем же. Труднее всего смириться с тем, что люди, которые преследовали ее во время проезда через тоннель, это те же самые, которые фотографировали ее, когда она умирала на заднем сидении автомашины, скажет впоследствии принц Гарри. Но это уже тема другой истории, а для этой очередность ответственных за смерть Дианы выглядит так. Однозначно лидирует здесь папарацци. Вторым, безусловно, является Анри Поль, но мы не сказали еще о третьем. Это единственный выживший, телохранитель Дианы Рис Джонс, который просто обязан был знать, что в обеспечении физической безопасности входят не только приемы самбо или стрельба, но и другие действия, в частности, помогающие уцелеть при аварии. Рис Джонс не настоял, чтобы принцесса пристегнула ремень, а поэтому процентов на 70 тоже причастен к ее гибели. Да-да, на 70. Эксперты утверждают, что даже при таком сильном ударе, каким он был, выжило бы не менее 70 из 100 пристегнутых ремнем безопасности пассажиров. Все без исключения теории, или точнее фейки о заговоре, построены на версии, что Анри Поля оклеветали. На самом деле он, дескать, был абсолютно трезв, прямо почти как стеклышко. В доказательство ссылаются на кадры видеонаблюдения, где он, без труда присев, завязывает шнурки на туфлях. Правда, если доверять тем же записям, Анри Поль с такой же легкостью умел бывать сразу в 2 местах одновременно, а также порой превращаться даже и в невидимку. Не менее 3 раз он поднимался в номер Дианы с Доди, но камера в коридоре исправная его не видит. В целом же Поль в тот день на 81 минуту теряется из поля зрения видеокамер. Понятно, чего так вышло. Риц, как известно, отель не дешевый, и люди останавливаются там не бедные. Взамен они прежде всего рассчитывают на 2 вещи – комфортность и безопасность. Каково-то им было узнать из прессы, что без малого 10 лет службу безопасности в отеле почти что возглавлял хронический алкоголик со средней степенью зависимости. Об этом говорится в его медицинской карточке. Более убойный удар по имиджу не придумаешь, и не в интересах отеля было бы подливать сюда масло в огонь, вываливая компрометирующие видеозаписи. Мохаммед Аль-Фаед поступил хитрее. Он поднял шум, что принцесса Диана с его сыном была убита и что их заказал королевский двор. Денег публицистам он не жалел, и поэтому сегодня можно с полной уверенностью сказать, что его труды не пропали даром. Откройте интернет, и вам все станет ясно.